Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 3 по 9 июля. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас будут две колоды сегодня карт, и одна из них оракул Ленорман. Вот давайте начнем именно с оракула и узнаем, в каком направлении, ну или что будет наиболее важно в течение недели. Может быть, какая сфера нашей жизни выйдет на первый план. А потом немножко раскроем эту карту на колоде Таро Висконти Сфорца. Итак, что нам скажут карты оракула? Может быть, чему-то есть смысл уделить внимание. Карта коса. Подведение итогов своего рода. Потому что коса у нас и вот этот сноп сена — это как мы собираем урожай. По этой карте она соответствует, кстати, бубнам. И очень часто по этой карте как будто нам говорят о получении денег предстоящим. Поэтому какие-то итоги мы сами подводим. Может быть, завершаем какие-то дела по документам. Это тоже с учетом бубнов проходит так, и напрямую получаем деньги. Тут, скорее всего, то, что стояло, может быть, прежде на паузе, мы получаем, осуществляем. В целом остаемся собой довольны. Но есть и иное значение, которое тоже должна озвучить, тем более, что мы смотрим с вами на период с 3 июля и по 9, и где-то еще, может быть, начало недели будет находиться под воздействием как раз Лилит, которая в соединении с Венерой. Это произошло 28 июня, но срок действия, он не ограничен, он может быть днями раньше, днями позже. И может, все-таки у нас коса ведь здесь указана, правда? А это острый предмет. И поэтому, как есть опасность получения травм, отчасти, поэтому будьте аккуратны, мы можем на какой-то конфликт пойти или нарваться буквально на конфликт, или с каким-то человеком очень расчетливо и достаточно хладнокровно злым столкнуться. Поэтому тут тоже нужно как и предвидеть, так себя и подстраховать. Есть еще и такой момент, когда в работе тоже можем столкнуться с людьми, которые нас могут подвести. Ну, давайте, наверное, мы посмотрим, как видят в целом карты Таро Висконти Сфорца, и узнаем, что нам еще поведомят. И мы зададим традиционные вопросы, которые обычно задаем. И узнаем окончательно, о чем же нам карты оракула хотят предупредить. Итак, что важно знать традиционно? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Спросим, что у нас по финансам и в личной жизни. Итак, что нам важно знать? Колесо фортуны. Правда, тут с косой вот эти два значения. С одной стороны, деньги мы получаем, но мы их где-то можем слить. Кстати, отношения, финансы. Можете посмотреть видео, кто не смотрел, именно по поводу Лилиты или Черной Луны в соединении с Венерой. Сближение, точнее, с Венерой. И есть вариант по финансам. Вообще, как бы само по себе вот это соединение. Есть опасность потратить деньги или буквально слить. Может быть, не очень красивое слово, но тем не менее. Лучше-то вот как раз и не скажешь. Это когда мы либо вложили в какой-то проект, либо дали кому-то деньги. Мы их, по сути дела, можем не увидеть. О чем-то мы будем сожалеть. Поэтому и карта нам говорит 50 на 50. Не рискуй собой, кстати, она говорит. И мудрец, который проползает словно под колесом фортуны, он как будто в чем-то не участвует. Но мы не узнаем наверняка, пока мы что-то не начнем, не откликнемся, может быть, на предложение. Или мы можем оказаться в такой ситуации помимо воли. И опять же, через какой-то опыт мы понимаем окончательно, нужно продолжать в этом направлении двигаться, или нужно срочно выходить из игры. Поэтому, когда выпадает колесо фортуны именно в этой колоде, она нам максимально приближена
к жизни, к нашей, значит, оставляйте для себя пространство для маневра. Не обещайте никому что-то с точкой. И если будет необходимо совершить этот маневр, значит, так тому и быть. И быстро где-то приготовьтесь к тому, что нам придется анализировать обстановку вокруг нас и принимать решения. Чего не избежать? Окончания какого-то. Тут действительно, с одной стороны, ведь 13-й аркан – это карта трансформации. Мы можем просто на этой неделе понять, что вот обстоятельства, которые нас окружают, они именно вот такие, какие есть. У каждого по-своему. Может быть, прежде словно розовые очки мы одевали или как-то представляли вопрос тот или иной, любой, в одном каком-то свете или ракурсе. А здесь для нас вот та действительность станет явью. И здесь важно не замыливать где-то, как и глаза, эмоциями, ни со знаком плюс, ни со знаком минус, не рисковать собой, не надеяться на авось, надеяться самим на себя. Здесь нам как будто с этими картами никто не придет на помощь, но и, посмотрим сейчас. Но по этим картам мы именно больше рассчитываем на собственный потенциал. Я не могу сказать, что как-то это может испугать буквально овнов, потому что овен всегда сам на себя рассчитывает. Ну и риску себя подвергать это тоже где-то будет неразумно. По 13-му аркану это словно, знаете, это ведь старший аркан, и нам говорят о том, что это словно, знаете, в каких-то скрижалях было прописано. Вот с этой ситуацией мы неизбежно должны были столкнуться. Значит, мы должны сделать какой-то вывод очень главный, увидеть, наверное, какую-то кульминационную цель этого момента, потому что два даже старших аркана, как будто нас пространство нам даст определенные возможности, но это для того, чтобы мы какой-то важный вывод сделали в своей жизни, зачем-то это нам нужно. И по 13-му аркану вот эта трансформация для того, чтобы мы избавились от того балласта, который нам мешает. Или это может быть буквально какие-то, наши иллюзорные мысли, или мы рассчитывали, может быть, прежде на кого-то, а здесь люди словно, знаете, ситуация, во-первых, обнажает, словно какие-то проблемы или какие-то вопросы, правду нам какую-то демонстрируют, так и мы должны вот эту самую действительность воспринять достаточно хладнокровно и приготовиться к тому, что, может быть, какой-то период нам словно придется пройти в темноте. Но это совершенно необходимо для того, чтобы пробиться к солнцу. По 13-му аркану я часто сравниваю, мои дорогие овны, как с семечком, который мы садим в землю. И вот этот маленький росток, он сначала должен пройти несколько этапов, прежде чем он пробьется к солнышку. И первый, это словно вот этот панцирь, твердая оболочка, она должна быть разрушена. Но для нас, если так вот аллегорически мы говорим, это то, что было привычно, это то, что нам было, может быть, служило убежищем, это как панцирь какой-то был. А теперь для того, чтобы мы что-то осуществили, это тоже мы должны освободиться в первую очередь. Поэтому далее, если мы говорим, росток идет, он пробивается через темную землю, и он сам по себе. И вот и мы где-то так же, поэтому и карта называется трансформация. Пока мы, надеясь на самих себя, проходим какой-то путь, мы делаем правильные выводы, но будьте внимательны. Чему сейчас не время? Еще один старший аркан. Не время, наверное, загадывать куда-то на далекую перспективу. Это у нас карта Возрождения, и нам буквально говорят о том, что очень добрая карта избавления от боли, избавления от страданий. Но я бы сказала, это ведь ангелы у нас трубят тут, да? Не время надеяться на кого-то, просто карта говорит. От начала до конца. Вот есть какой-то риск, значит, избежать вот этот самый риск или все то, что я говорила по карте. Коса.
Это ведь оракул. И, может быть, у кого-то совпадет как и получение денег, так и столкновение с человеком, который может быть... Вот берегите себя, правда? Если вы получаете какую-то сумму денег, значит, надо быть осторожным, потому что, опять же, с Лилит, будем говорить, период такой, что и мошенники какие-то могут тоже активизироваться. Я надеюсь, что этого не произойдет, но почему-то карты нас направляют, три старших аркана, что могут быть какие-то неожиданности. Что нам помогает? Хладнокровие, выдержка им, может быть, нам помогает. Может быть, это ваш партнер или партнерша. Мы смотрим энергетику. К полу карты мы не, не основываемся на этом. Это королева Пентаклей, которая из хаоса умеет создать порядок. Поэтому и мы наводим, как и в собственной душе, порядок, так и очень пристально и внимательно ко всему, что нас окружает. Может быть, у вас партнер по браку, партнер по бизнесу или, может быть, друг, тоже рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, или он имеет это значение по Луне. И вот какие-то качества надежности, благоразумия, когда я умею все просчитать, когда... Правда, королева Пентаклей надеется всегда сама на себя. Это в этой колоде карта, она просто с одним Пентаклем сидит. В других колодах она среди райского сада, который она тоже построила своими руками. И нам говорят, что у нас, как и проекты наши должны продолжаться, как и деньги у нас будут, благополучие нам помогает. Но мы как будто все это должны сохранять на этой неделе, мои дорогие представители знака зодиака Овен. Ладно, вот почему-то такие карты выпали. Дела, работа, бизнес. Не форсируйте ничего. И правда, не участвуйте в каких-то азартных играх, ни в какой лотерее. Будьте жадины, нам буквально говорят. Могут притормозиться вопросы. Иногда это проигрывается. Ощущение, как будто я хожу по кругу. Четверка пентаклей. Но это 4. Это стабильность. Поэтому эта неделя, наверное, не для какого-то форсажа. Это неделя для того, чтобы все сохранить и прожить ее спокойно, без всяческого риска. Что у нас по деньгам? И здесь, как возможный какой-то переезд или поездка, может быть под смыслом, может быть решение каких-то финансовых вопросов. Будьте аккуратны в поездке, особенно. Наблюдайте, кто вокруг вас находится, но это может быть еще и, как знаете, выход из зоны комфорта, ведь вообще это у нас 8 кубков идет. Это карта мужества где-то, когда мы, надеясь опять же сами на себя, имеем в себе силы идти вперед. Вот может быть у каждого ведь своя какая-то ситуация сложится. И значит, вера в собственные силы, и мужество как раз Овну не занимать. Единственное, никакой горячности не должно быть. Категорически ее исключить. И ничего не ускорять. Пусть все идет своим чередом. Но если мы стоим перед каким-то или какой-то, скорее, необходимостью сделать выбор или принять какое-то Соломоново решение, то мы как раз его сделаем. И по этой карте мы словно можем искать выход, и мы его находим. И причем это может быть что-то совершенно диаметрально противоположное, чем тому или тем, чем вы ранее занимались, или как вы ранее действовали. Это есть какой-то разрыв шаблона, или какого-то стандарта, или каких-то наших стереотипов. И где-то верхний ряд нам тоже об этом говорит. Значит, не случайно я сказала, что здесь может быть как и получение денег или каких-то документов, но с подсмыслом все-таки каким-то материальным это идет, и с целью все сохранить как есть. Где-то нам придется, правда, искать Соломоново решение, но мы его найдем. И причем в каком-то совершенно альтернативном варианте из области иррационального. Тут надо сделать что-то по-другому совершенно. В личной жизни как раз нас поддерживают, скорее всего, да, тут как и пусть королева нам Пентаклей выпала, что у нас есть, безусловно, поддержка, да и сами мы, когда более так хладнокровно расчетливы, это нам тоже помогает. Но и в личной жизни полное взаимопонимание у нас выпадает король кубков, и часто по этим картам, карты двора,
проигрываются наши супруги или партнеры, может быть, друзья хорошие, с которыми мы не оформили, я имею в виду ту дружбу или отношения, которые де юре не оформлены, но вы, может быть, встречаетесь или, может быть, проживаете вместе. И это тоже будет какая-то поддержка, вполне вероятно. То есть эмоционально нас поддерживают. И мы сами, если все правильно рассчитаем, то где-то тоже останемся в выигрыше. Но, значит, у кого-то ведь может проиграться колесо фортуны как наоборот, какое-то получение денег. Но тогда все равно нужно быть очень аккуратному, осторожному и, знаете, непроницательному, но очень проницаемому, то есть включить свою интуицию, нам это точно будет помогать. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, в целом для вас благоприятный вообще период. Я не имею в виду неделю, этот год сам по себе, но может быть за счет Лилит или черной луны какие-то турбулентности, они все-таки могут быть. Поэтому берегите себя и будьте счастливы.